Всем привет, вы смотрите кофейный блог. Сегодня будем разбираться, какая же кофеварка лучше, гейзерная или капельная. Для этого мы сварим одновременно и тот вариант. Будем использовать Так мы будем разбираться, какая лучше или какая быстрее? Нет, люди в принципе сами определят для себя, и мы для себя тоже будем мнения рассказывать свои. Я думаю, можно начинать взвешивать кофе. Да, давай. Итак, начнем с того, что у нас сейчас будет. Я буду использовать 16, маловато, я тоже 18 попробую. Давай 18. То есть оба варианта буду заваривать 18 грамм кофе, только там получится 300 миллилитров воды будет использоваться и примерно 250-270 будет на выходе в этих пределах. А у меня получится 40 миллилитров примерно. Ой, что я делаю, смотри. Думаю, что они... Посмотрим на количество работы, которое необходимо произвести. Ну, пока все одинаково. Мы смалываем кофе, да? Да. Вот где-то там у меня предварительно уже закипел чайник. Но, а мы будем показывать объем работы, который нужно сделать, чтобы почистить после себя. Это мы оставим за кадром. Не, надо показать, потому что я знаю, насколько неприятно и неудобно чистить моки. Я сейчас покажу тебе. Покажешь, да? Прям в точке. Тоже завершил раньше. У тебя просто наклонена, а у меня чуть-чуть поровнее. У меня вот уже заканчивается. То есть примерно большое налипание. Да что такое? Ну вот тут не на скорость, поэтому просто продемонстрировать, как это выглядит. Весы мне уже не нужны. А мне тоже не нужны. В принципе, вы можете взвешивать кофе ложками, использовать чайную ложку, 3-5 грамма кофе, 2 чайных ложки, 7 грамм кофе. Так. То есть сюда 5 ложек и все. И пересыпать. Отлично. И тут небольшое количество воды или достаточно большое. И ее нужно помыть в идеале. Сейчас. Как? Салфеточкой. Она там просто белая штука какая-то. Сейчас салфеточкой. Да. Сейчас. Так мне на паузу, да, пока ставить? Не. Продолжать работать? Это же показывает то, насколько твой процесс легче. Вот у меня. А, ты учти, что я вот таким образом могу сварить сразу там практически пол-литра кофе. В этом а ты плюс, сваришь вот эту вот плюс. мензурочку такую. Я буду использовать подогретую воду, чтобы не тратить Смотри, а время. ты сможешь вот так вот загрузить кофе в свою кофеварку? Вот так. Да, я сейчас смогу. Нет, смотри, вот так. Так. Да. Сможешь, да? Именно так я сейчас могу сделать. Смотри, мой кофе уже варится. Хорошо. Ну, сейчас посмотрим, кто быстрее. Может у меня сейчас выйдет. Может и выйдет. Смотри, я могу использовать вот такой способ. Раз, смотри, раз. А, вот так вот, да? И все. Только высыпался. У меня уже шкварчить. Высыпется. Сейчас. Высыпется, да? На пол. 18 грамм уже впритык. Первые капельки кофе уже пошли. Я аккуратненько. Ты аккуратненько, да? Я знаю, что у тебя 4 минуты время заваривания. Я тоже пользовался этой кофеваркой. Поэтому ты мне даешь фору, да? Не, я просто говорю зрителям, что вот у меня уже подготовлено. У меня нет полотенца. Мне нужно полотенце. Буду использовать. Но ты учти, у тебя была подогрета заранее вода, это Даже. тоже требует время какое-то. Конечно. Полотенца еще какие-то нужны. Так. Ставим на огонь.
Теперь открываем и контролируем полностью процесс, потому что если мы не будем смотреть, у нас просто кофе переварится. И плюс мы сейчас должны снизить скорость потока за счет того, что мы снизим температуру. И мы будем приподнимать кофеварку, чтобы... Смотри, а мне кофе ничего не надо медленнее. смотреть. Я Да, могу да. сейчас пойти, не знаю, там, Зубы почистить. зубы нормально, почистить, всё с да? утра. Мне не надо приподнимать кофеварку мою никуда. Она никуда не убежит. Я по опыту знаю, что мне придется чуть-чуть сначала дать энергии больше газа, а потом уменьшать Мне просто горелку. достаточно нажать кнопку и все. Тут уже каждому свое. Кто как хочет проводить свое утро. Кто хочет получить концентрированный напиток, однозначно гейзерная кофеварка будет Все? выигрышем. Ты Ну, же не забудь почти. выключить. Конечно. Гейзер. Варись. Несомненный плюс этого способа то, что я могу использовать кофеварку без фильтров. А здесь, если ты будешь использовать многоразовый фильтр, тебе придется его мыть гораздо дольше, чем здесь. Да. Есть такое Так что дело. приходится использовать Но одноразовые я практичные могу фильтры. там заварить за один раз очень много кофе. И 1250 напоить всех гостей. миллилитров воды используется и Если у тебя 70. будет компания 1100 из миллилитров будет. 5-6 человек, и все попросят кофе, то ты с этой кофеваркой просто умрешь там. Я же использую на 4 порции. Я сейчас вот сделаю эти 50 грамм кофе и разолью их по 10 грамм. Вот у меня начал проливаться кофе. Я сейчас буду смотреть на цвет струйки и на количество жидкости, Ладно, потому ты что пока цвет... смотри на цвет струйки, а я попью кофе. А, у тебя кофе горячий Да? еще. А у меня сейчас сразу перельется и будет уже до нужной Какой? температуры. Холодный уже? До нужной температуры. У меня становится. тоже должна температура. Я придерживаю кофеварку над огнем и смотрю на цвет потока и смотрю на количество, потому что цвет, ну, в принципе, уже светлеет, уже можно. Да. Но я не буду делать обычным способом, я ее охлажу. Так у меня количество заваренного кофе прям четко, идеально, сколько нужно. Ничего себе. И теперь уже переливаю. И надо горелку выключить. Не забыть, потому что если вы делаете это дома, вы 100% забудете. Можно я себе добавочки добавлю? Да. И вот этот кофе, который у меня получился, это концентрат, который, в принципе, можно, если вам так хочется, разбавлять или пить крепкий напиток, как эспрессо, лунга. Что за кофе был? Отлично. Никарагуа, Сан-Луис. Сейчас посмотрим. Нужной температуры, то есть уже который можно пить. И это взбодрит. Попробуй. Этот кофе взбодрит с утра 100%. Если ты выпьешь все, что Конечно, я сварил, тебя тоже взбодрит. Да. Яичная, да? Да. Вот. У нас Этим даже, прекрасно. помнишь, когда-то реклама была год назад? Никарагуа, Никарагуа, Сан-Луис. в смаку вишня И что-то там еще. и что-то там еще. Нет, Ага. не работает это так. Не работает? Нужен кран с водой, иначе вам придется ждать, пока она естественным путем остынет, а это довольно-таки долго. Либо полотенце. Это тоже не вариант. Сейчас как вот это мыть? Да. Так что Смотри, а С у этой меня, точки смотри, зрения- я так раз, и вот ведерце вытащил. чик, он даже не капает. И пошел себе, выбросил в мусорник. И все чисто. и В принципе, я могу оставить на день вот в таком состоянии, и ничего с ней не будет. Потенциально ничего критичного. После этого главное хорошенько промыть водой. И, кстати, не гад, просто мало ли там кто-то услышит, не то. Это кофеварка из Италии все-таки. У нее хорошая конструкция в плане, вы сможете уплотнитель снять, Там ситечко. есть ушко, такая Да, петелька, да. за которой удобно. Не Не нужно нужно там ножом ножом. подковыривать. Да, не порвете уплотнитель, не испортите его. То есть вы можете держать в большей чистоте, чем ту же биолетик, к примеру. Поэтому в этом небольшой плюс. И, кстати, там достаточно много воды еще. И ее нужно остудить. Прям вообще.
Зато можете греться. Зимой это прикольно. Так что какой способ заваривания выбираете вы? Я бы выбрал оба, потому что здесь вы получаете офигенный кофе. Здесь вы можете использовать кофе светлой обжарки, темный, средний. Здесь то же самое. Предпочтительнее светлую, предпочтительнее среднюю. И можно использовать как большие пропорции, то есть использовать как эспрессо, и 1 к 6, наверное. Наверное, так. Потому что 18 грамм кофе, 170 грамм воды, часть воды остается снизу, считайте, сколько там будет пропорций. Еще в пользу этой кофеварки можно приготовить капучино. И на природе использовать. Да, потому что вот эту штуку не получится использовать на природе, ну разве что как станцию для пуровера, но это тоже как-то глупо. И если вдруг там... Почему глупо? У тебя есть сразу сервер. Вот эту вот балду с собой тащить здоровую. Подмышку взял и все. Подмышку? Она же легенькая. Ну конечно, да. Только сервер разбьется. А еще чайник нужен. А здесь чайника не надо. И с помощью кофе, приготовленного в гейзерной кофеварке, можно приготовить неплохой капучино. Неплохое, мы снимем Отлично, видео, протестируем, как подходит кофе молочная Эфиопия для капучино. Но я все-таки люблю больше фильтр-машинку, потому что я был в роли человека, который готовил на компанию кофе с такой штуки. Ну это жесть просто. Ты сварил первый кофе, налил человеку, дальше начинаешь горячий раскручивать. Так что если берете для себя, вообще отлично, без проблем. То есть компактная, посмотрите на размер, то есть вам придется чайник еще всякие штуки, но вот гораздо меньше занимает места. Да. Просто практично с этой точки зрения. Но есть нюансы, конечно же. Вам придется ее мыть получше, чем капельную, хотя капельную придется когда-нибудь декальцинацию делать. От этого не убежать. А здесь все-таки это, наверное, не настолько будет критично. И вы это увидите сразу. А там нагревательный элемент. Отвечу по этому поводу таким образом. Цена этой капельной кофеварки настолько низка, что... Уже не низка. Если она отработает до того времени, что там, придет время там, делать декальцинацию, то можно просто взять и купить новую, да и все. 1800 гривен. Ну что. Так Если уже... она за это время наварит тебе просто там 1000 литров кофе. Просто вдумайся, 1000 литров кофе. Вода бывает разная. Здесь все-таки я рекомендую использовать качественную воду, не водопроводную ни в коем случае, потому что там слишком жесткое, много будет частиц, декальцинацию придется делать 100%. Если используете нормальную воду, например, покупную или там, осмотическую, не нужно делать декальцинацию. В принципе, по чайнику можете определять, если у вас чайник с накипью уже, то кофеварку 100% стоит обслуживать. А здесь вы все сразу видите и греете до сих пор руки. С этой точки зрения практично вы потратили энергию, а потом ее плавненько распределяете в виде грелки. И получается концентрированный напиток, а там получается водянистый, но насыщенный. То есть он все равно будет насыщенный кофе. И потенциально даже лучше, чем этот, потому что, во-первых, больше кофе получаете, и процент экстракции, возможно, здесь даже выше получится, но не факт. Ты уже гадаешь на кофейной гуще. Да. Потому что мне сейчас придется это мыть. Да. Что ж, на этом, наверное, все. Помните, что есть на канале инструкция по завариванию и в капельной кофеварке, целых 2 штуки. И по гейзерной кофеварке идеальная инструкция, лучшая в мире. Аналогов нет. Может быть существует, но скорее всего нет. Настолько детализированной инструкции по гейзеру в мире, наверное, нет. Поэтому благодарите меня на Patreon, если вам понравилось это видео и другие инструкции. И помните, что кофе бывает разный. Следующий батл, наверное, гейзер с рожковой кофеваркой. Но для этого нужно собрать бюджет на Patreon. Через пару месяцев при текущем бюджете можем сделать этот видос. До новых встреч. Пока.